Дисклеймер. Данное видео носит исключительно документальный характер. Его цель – освещение общественно важных проблем и повышение безопасности в сети. Автор категорически осуждает любые формы травли и призывает зрителей воздержаться от попыток преследования лиц, упомянутых в расследовании. Просмотр не рекомендуется лицам со слабой психикой. This was a sting operation that caught a lot of parents' attention. Predators using popular games to lure kids into dangerous situations. You don't know this person, so don't trust them. Don't give them any personal information. Those words after a recent undercover investigation in New Jersey netted 24 arrests. Майнкрафт. Легендарная игра по сей день, внушающая в своих пользователей целый букет разных эмоций. Грусть, радость, напряженность, злость. Это не просто игра, это целая вселенная, которая может тебя как и испугать, так и успокоить. Мы смотрим популярных людей, радуемся за их геймплей, удивляемся уровню их скилла и в конце концов сами играем в мультиплеер против таких же игроков, как и мы. Но во многих мультиплеерных играх есть та страна, в которой обитают хищники, то бишь те, кто имеет нездоровый интерес к людям детского возраста. Майнкрафт не исключение. В нашем комьюнити прогремело очень много разных историй в разный промежуток времени как раз о педофилии. Сегодня я хочу поговорить об одной из таких особей. Не буду долго тянуть со вступлением, поехали. Вспомните, как вы обычно ищете новых стримеров по Майнкрафту. Заходите в категорию на Твиче, листайте вниз, а там бесконечные ряды каналов, где сидят ребята с онлайном в 3 человека. Это суровая реальность. Англоязычный Майнкрафт — это перенасыщенный океан, где пробиться наверх без связи или чуда практически невозможно. Ты можешь быть гениальным строителем, профессиональным спидранером, но алгоритмы Ютуба и Твича тебя просто не заметят. Наш сегодняшний герой Димитриус, которого интернет запомнил под ником Джекиши, долгое время был именно таким невидимкой. Пытался стримить, записывал короткие тиктоки, шутил в Твиттере. Его онлайн редко превышал пару десятков человек, но он не бросал. Он создавал образ такого простого лампового работяги, мечтает когда-нибудь собрать вокруг себя преданное комьюнити. И вот, представьте картину. Май, 2021 год. Самый обычный, ничем не примечательный день. Джекиши запускает очередной стрим, настраивает микрофон и ожидает привычные 15 зрителей. Он пилил скромные ролики с модами на ютубе, и на Твиче его почти никто не знал. Но именно в этот день вселенная решает повернуться к нему лицом. Дрим заканчивает свой масштабный дискорд-подкаст и решает сделать самое доброе дело — зарейдить какого-нибудь маленького перспективного стримера из комьюнити. Выбор падает на нашего героя. Holly Ash, yo, what's up? What's up? Wait, what? 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 Huh? Hello? What? There's no way. Wait. Yo, what the what? Welcome everybody, what the? Hello and welcome to the stream everybody, what? Дрим не просто приводит к нему толпу, он бахает донат в $2000. Для ноунейма это космические деньги, но ценность была не в деньгах. Дрим публично, на глазах у миллионов, благословляет его, продвигая его канал вперед. Представьте шок Джекиши в тот момент. Счетчик зрителей взлетает до небес, чат летит со скоростью пулемета, у парня дрожит голос, он едва сдерживает слезы. С этого самого дня, с мая по октябрь 2021 года, Джекиши официально получает статус Кент Дрима. 5 месяцев чувак купается в первом серьезном хайпе, медленно продвигаясь к своей главной цели. Получив такой безумный пик хайпа, многие бы зазвездились, но Джекиши оказался умнее. Следующие несколько недель он ведет себя как самый святой человек на планете. Он косит под максимально скромного, безумно благодарного парня. Thank you so much. What? Он отвечает фанатам, делает совместные стримы с другими небольшими блогерами, постоянно повторяет, как ему повезло и как он ценит каждого зрителя. Но как можно потерять все за 2 дня? 25 октября 2021 года в Твиттере появился тред, который мгновенно взрывает все англоязычное Майнкрафт сообщество. Его автором стал парень под ником Эрон. Кем он был? Обычным, преданным фанатом, который долгое время находился в близком
узком кругу общения Джекиши. Эрон не был случайным хейтером с улицы, он был тем, кем Джекиши безжалостно манипулировал, используя свой статус крутого популярного стримера. В своем заявлении Эрон открыто обвинил Джекиши в жестоком психологическом давлении и груминге, когда сам Эрон еще был несовершеннолетним. Но самое страшное началось в комментариях. Твит Эрона сработал как детонатор. Десятки других людей, которые годами молчали и боялись, что им никто не поверит, увидели, что происходит, и тоже решили высказаться. Буквально за несколько часов жертвами оказались уже десятки человек. В Твиттере и Дискорде начался настоящий хаос. Бывшие модераторы, стримеры поменьше и обычные зрители начали массово выкладывать свои истории. Это не было единичным случаем или ошибкой молодости. Это была отлаженная системная охота. Когда независимые расследователи и комьюнити-менеджеры попытались собрать все обвинения воедино, все были в шоке. Итоговое число подтвержденных жертв достигло 41 человека. Вдумайтесь в эту цифру. Этот кошмар продолжался бы и дальше, если бы не те самые 2 дня, когда вся правда вылезла наружу. Лавина улик была настолько огромной, что скрывать ее было уже невозможно. И вот тогда информация дошла до самого верха, до Дрима. Дрим не стал устраивать долгих разбирательств, ему хватило нескольких минут, чтобы лично изучить весь этот кошмар. Всего через 44 часа после триумфального вступления на главный сервер планеты, Джекиши с позором летит в пирматч без права на апелляцию. За Дримом тут же потянулось и все остальное комьюнити. Топовые стримеры один за другим начали массово слать его нахер и кидать в ЧС, сжигая любые мосты. Давление было настолько сильным, что Джекиши даже не попытался записать типичный ролик с извинениями. Он просто буквально за пару часов полностью стер себя из интернета. Twitch, Twitter, YouTube, все его аккаунты исчезли. Это был самый быстрый, громкий и заслуженный крах в истории Майнкрафта. Билет в высшую лигу превратился в полное унижение и отрекание от комьюнити. И наконец, мы смогли снять эту маску до конца. Ну а если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это сильно мотивирует меня радовать вас новым контентом. Я очень сильно старался над этим роликом. Также не забудьте про мой ТГК и Дискорд. Там я частенько сижу в войсе и играю с друзьями и подписчиками прямо на стримах. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.